Добро пожаловать на тренинг по основам сбалансированного питания от Herbalife. Сегодня мы поговорим об углеводах, одном из основных макронутриентов, которые необходимы нашему организму. Углеводы – это обобщенное название для группы питательных веществ, основу которых составляют различные сахара – сахароза, фруктоза, глюкоза. Углеводы снабжают наш организм энергией. По рекомендациям экспертов, около 40% всей энергии должно поступать в организм человека именно из углеводов. Кроме этого, углеводы необходимы для обеспечения нормальной работы центральной нервной системы, мозга, почек, мышечной системы путем снабжения этих органов глюкозой. По химическому строению выделяют простые углеводы и сложные углеводы. Простые углеводы – глюкоза, фруктоза, сахароза и другие. Они мгновенно усваиваются и быстро обеспечивают организм энергией. Это может вызывать резкие перепады уровня сахара в крови и, как следствие, приступы голода. Избыток простых углеводов, которые не сжигаются в процессе жизнедеятельности, с легкостью откладывается в жиры. Так, обильные приемы пищи, богатые простыми углеводами, непосредственно перед сном, способствуют набору веса. Вот почему не рекомендуется употреблять простые углеводы вечером. Простые углеводы содержатся в газированных напитках, кондитерских изделиях, белом хлебе, а также в сладких овощах и фруктах, меде, молочных продуктах. Говоря о простых углеводах, сразу же вспоминается рафинированный сахар или сахароза. Сахароза не содержит никаких других питательных веществ. Именно потребление сахара повышает вероятность получения избытка быстро усваиваемых углеводов, которые затем также быстро откладываются в жир. Не менее опасными бывают глюкоза и фруктоза при их чрезмерном потреблении. Глюкоза – основной простой углевод. Резкое повышение уровня глюкозы при ее поступлении в кровь сменяется таким же стремительным падением ввиду ее быстрого расщепления. А это неминуемо приводит к наступлению чувства голода. Вот почему так важно контролировать потребление продуктов с высоким уровнем глюкозы. Фруктоза в 2,5 раза слаще глюкозы и в 1,7 сахарозы. Поэтому ее применение вместо сахара позволяет снизить общее потребление углеводов. Фруктоза расщепляется гораздо дольше, чем глюкоза, тем самым способствуя более длительному высвобождению энергии, без скачков уровня сахара в крови. Помните, что фрукты, богатые глюкозой и фруктозой, содержат полезные витамины и микроэлементы. Но ограничьте потребление слишком сладких фруктов – бананов, винограда, дыни, черешни и меда, которые богаты углеводами. Сложные углеводы в процессе пищеварения распадаются на простые углеводы. Эти вещества усваиваются медленнее, что ведет к постепенному высвобождению энергии, поддерживая уровень глюкозы в крови и не вызывая приступов голода. Зачастую сложные углеводы поступают в организм вместе с пищевыми волокнами, например, клетчаткой, которые также способствуют поддержанию чувства сытости и снижению аппетита. Особенно богаты сложными углеводами цельнозерновые крупы – овес, гречка, дикий рис, бобовые и овощи. Потребляя такие продукты, вы обеспечиваете организм не только полезными сложными углеводами, но и пищевыми волокнами, витаминами и микроэлементами. Если вы стремитесь снизить вес, старайтесь снизить количество простых углеводов в своем рационе, заменив их полезными сложными углеводами. Доля сложных углеводов в рационе должна составлять не менее 75%. Доля простых – не более 25%. При потреблении простых углеводов предпочтение отдавайте фруктам. Например, пара яблок в день. Избегайте или ограничьте употребление сладостей и продуктов с высоким содержанием сахара, хлебобулочных изделий. Например, если вы съедите 100 граммов сдобного печенья, то ваш организм получит 5 ложек сахара. При этом уровень глюкозы в крови быстро поднимется и опустится, что неизбежно приведет к наступлению чувства голода. Даже если желание съесть что-нибудь сладкое очень велико, выбирайте полезные сладости, содержащие белок, для более длительного чувства сытости.
С понятием углеводов часто связывают гликемический индекс. Всякий раз, когда вы едите богатые углеводами продукты, уровень сахара, глюкозы в крови повышается. Гликемический индекс показывает, с какой скоростью продукт расщепляется и преобразуется в глюкозу. Чем быстрее происходит расщепление продукта, тем выше его гликемический индекс. За эталон была взята глюкоза, чей гликемический индекс равен 100. Наивысший гликемический индекс имеют в основном простые углеводы. Эти продукты вызывают довольно значительное и резкое повышение уровня сахара в крови. К продуктам с высоким гликемическим индексом относятся белый хлеб и вся выпечка, кукурузные хлопья, картофель, шоколад, белый рис, а также морковь, свекла, виноград, бананы, дыня и другие. Низкий гликемический индекс имеют в основном продукты, содержащие сложные углеводы. Они содержат большое количество клетчатки, благодаря чему дольше перевариваются и вызывают более медленный подъем уровня сахара в крови. Это хлеб из муки грубого помола, неочищенный рис, злаковые, бобовые, несладкие овощи и фрукты. Все значения гликемического индекса в разных продуктах питания можно посмотреть в специальной таблице гликемического индекса продуктов. Давайте повторим все, что мы узнали об углеводах. Углеводы – это обобщенное название для группы питательных веществ, основу которых составляют различные сахара – сахароза, фруктоза, глюкоза. Углеводы обеспечивают наш организм энергией. По химическому строению выделяют простые и сложные углеводы. Полезными считаются сложные углеводы. Они обладают низким гликемическим индексом, не вызывают резких скачков уровня глюкозы в крови, способствуя поддержанию чувства сытости. Кроме того, вместе со сложными углеводами в организм поступает полезная клетчатка, витамины и минералы. Углеводы – неотъемлемая часть сбалансированного рациона питания. Выбирайте сложные углеводы для эффективного контроля веса и хорошего самочувствия.